Загорелся check-engine, а сканер показал ошибку EGR. Не спешите покупать дорогой клапан и уж тем более не верьте каждому совету из интернета. Есть одна распространенная ошибка, из-за которой тысячи водителей тратят деньги впустую. И самое интересное, многие даже не подозревают, что проблема может быть совсем не в самом клапане EGR. Сегодня мы разберемся, почему обычная очистка через впуск далеко не всегда помогает, как на самом деле работает эта система и что действительно стоит делать, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт. Многие российские водители хотя бы однажды сталкивались с такой ситуацией. Все начинается почти незаметно. Машина начинает немного хуже разгоняться, двигатель работает не так ровно, как раньше, иногда увеличивается расход топлива. Затем на панели приборов загорается знакомый каждому индикатор check-engine, а после подключения диагностического сканера появляется ошибка, связанная с системой EGR. В этот момент большинство людей делает одно и то же. Они открывают интернет, находят десятки видеороликов с громкими заголовками и видят одинаковый совет: купите специальный очиститель, распылите его во впускной тракт, подождите несколько минут, и клапан якобы станет почти новым. На первый взгляд все выглядит очень убедительно. Это быстро, дешево и не требует разборки двигателя. Именно поэтому подобные советы набрали огромную популярность. Но возникает логичный вопрос. Если все действительно настолько просто, почему тысячи владельцев автомобилей уже через несколько дней снова сталкиваются с той же самой ошибкой? Ответ намного интереснее, чем кажется. Чтобы понять настоящую причину, сначала нужно разобраться, для чего вообще инженеры создали систему EGR. Во время работы двигателя внутри камеры сгорания температура может достигать очень высоких значений. При такой температуре начинает активно образовываться большое количество оксидов азота, веществ, которые считаются одними из самых вредных компонентов автомобильных выхлопных газов. Именно поэтому практически все современные бензиновые и дизельные двигатели оснащаются системой рециркуляции отработавших газов, которую сокращенно называют EGR. Ее задача довольно проста. Клапан EGR периодически открывается и возвращает небольшую часть уже отработавших выхлопных газов обратно во впускной коллектор. Из-за этого температура сгорания немного снижается, уменьшается образование вредных выбросов, а двигатель соответствует современным экологическим требованиям. На бумаге все выглядит идеально. Однако существует одна проблема, о которой редко задумываются обычные водители. Выхлопные газы никогда не бывают абсолютно чистыми. Вместе с ними по системе постоянно перемещаются частицы сажи, остатки несгоревшего топлива, масляный туман и другие продукты работы двигателя. Пока автомобиль новый, все это практически не влияет на работу системы. Но с каждым десятком тысяч километров ситуация постепенно меняется. Сначала на внутренних стенках клапана появляется тонкий слой загрязнений. Затем этот слой становится толще. После этого начинают загрязняться каналы системы. А еще через некоторое время внутри некоторых участков образуется настолько плотный нагар, что он начинает ограничивать нормальное движение клапана и прохождение выхлопных газов. Самое неприятное заключается в том, что водитель долгое время может вообще ничего не замечать. Автомобиль продолжает ездить, двигатель запускается, ошибок нет. Но загрязнения внутри системы продолжают медленно накапливаться каждый день. Особенно быстро этот процесс происходит зимой. Если машина ежедневно используется только для коротких городских поездок, двигатель часто даже не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Добавьте сюда постоянные пробки, светофоры, медленное движение и долгую работу на холостом ходу, и вы получите практически идеальные условия для образования нагара. Именно поэтому автомобили, которые большую часть времени эксплуатируются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных российских городах, обычно сталкиваются с загрязнением системы EGR значительно раньше, чем машины, регулярно совершающие длительные поездки по трассе. Поначалу появляются едва заметные симптомы. Иногда двигатель начинает работать немного жестче. При разгоне могут ощущаться небольшие рывки. Отклик на педаль газа становится менее уверенным.
Расход топлива медленно увеличивается, а затем электронный блок управления фиксирует отклонения в работе системы и включает индикатор Check Engine. Именно в этот момент большинство водителей начинает искать быстрое решение. Но здесь многие совершают главную ошибку. Они пытаются устранить последствия, даже не понимая настоящую причину появления проблемы. И именно об этом мы поговорим дальше, потому что следующий момент способен полностью изменить ваше представление о том, почему обычный очиститель EGR далеко не всегда приносит тот результат, который обещают авторы популярных роликов. Итак, мы выяснили, как загрязняется система EGR. Но теперь возникает самый важный вопрос. Почему же очиститель, который так активно рекламируют в интернете, в большинстве случаев не решает проблему полностью? На первый взгляд все кажется логичным. Если внутри клапана накопилась грязь, достаточно распылить специальное средство, и оно должно ее растворить. Именно так показывают во многих роликах. Но в реальности система работает совсем иначе. Когда очиститель распыляют во впускной тракт, большая часть состава вместе с потоком воздуха проходит через двигатель и сгорает в процессе работы. До внутренних поверхностей клапана EGR, особенно если он уже покрыт плотным слоем нагара, доходит лишь небольшое количество средства. А теперь представьте другую ситуацию. Допустим, внутри старой металлической трубы за много лет образовался толстый слой ржавчины и известкового налета. Если просто налить немного чистящего средства в один конец трубы, исчезнут ли все отложения за несколько минут? Конечно, нет. То же самое происходит и с системой EGR. Со временем мягкий налет превращается в плотный углеродистый нагар. Он буквально прилипает к металлическим поверхностям и становится очень твердым. Простое распыление очистителя не способно мгновенно разрушить такие отложения. Именно поэтому некоторые водители действительно замечают временное улучшение. После использования очистителя двигатель может работать немного ровнее. Иногда становится лучше отклик на педаль газа. В некоторых случаях ошибка даже исчезает. Но проходит несколько дней или недель, и симптомы возвращаются снова. Почему? Потому что устраняется не причина, а лишь небольшая часть поверхностных загрязнений. Основной слой нагара остается внутри системы и продолжает мешать нормальной работе клапана. Но это еще не все. Многие ошибочно считают, что система EGR состоит только из одного клапана. На самом деле это целый комплекс узлов, которые работают вместе. В него входят сам клапан, каналы подачи выхлопных газов, теплообменник, если он предусмотрен конструкцией двигателя, различные датчики и впускной коллектор. Если загрязнения накопились сразу в нескольких местах, очистка только одной зоны не даст желаемого результата. Представьте себе кровеносную систему человека. Если закупорено сразу несколько сосудов, невозможно восстановить нормальное кровообращение, очистив только один участок. С автомобилем происходит практически то же самое. Именно поэтому профессиональная диагностика всегда начинается не с покупки деталей, а с поиска настоящей причины неисправности. К сожалению, многие владельцы автомобилей пропускают этот этап. Они видят код ошибки, сразу покупают очиститель или даже новый клапан EGR, устанавливают его и надеются, что проблема исчезнет навсегда. Но спустя некоторое время индикатор Check Engine загорается снова. И тогда возникает мысль, что новая деталь оказалась некачественной. Хотя на самом деле причина может быть совсем другой. Например, частично забитые каналы, неисправный датчик, поврежденный вакуумный шланг, проблемы с электроприводом клапана, или даже нарушение контакта в электрической проводке. Все эти неисправности способны вызывать симптомы, очень похожие на загрязнение EGR. И никакой очиститель в такой ситуации помочь уже не сможет. Поэтому первое, что действительно стоит сделать после появления ошибки, провести полноценную компьютерную диагностику. Современные диагностические сканеры позволяют увидеть гораздо больше, чем просто код ошибки. Можно проверить положение клапана в режиме реального времени, посмотреть показания датчиков, оценить работу исполнительных механизмов и понять, соответствует ли фактическая работа системы тем значениям, которые ожидает электронный блок управления.
Именно такая проверка позволяет избежать ненужных расходов и не менять исправные детали. Ведь иногда проблема оказывается намного проще и дешевле, чем кажется на первый взгляд. Но если диагностика подтверждает серьезное загрязнение системы, возникает следующий вопрос. Как правильно очистить EGR, чтобы проблема действительно исчезла, а не вернулась через несколько дней? Именно об этом мы подробно поговорим в следующей части. Итак, если диагностика подтвердила, что причиной неисправности действительно стали сильные отложения нагара внутри системы EGR, возникает главный вопрос: как решить проблему правильно? Именно на этом этапе многие владельцы автомобилей совершают еще одну серьезную ошибку. Они продолжают снова и снова использовать различные очистители через впускной тракт, надеясь, что на этот раз средство все-таки подействует. Но если внутри уже образовался плотный слой нагара, ждать чуда не стоит. В большинстве случаев самым эффективным способом становится разборка системы и ручная очистка. После снятия клапана можно увидеть его реальное состояние. Очень часто водители удивляются тому, сколько плотных отложений накопилось внутри за годы эксплуатации. Иногда слой нагара настолько толстый, что клапан начинает двигаться с большим усилием или вообще перестает нормально открываться и закрываться. Для очистки обычно используют специальные составы для карбюратора или дроссельной заслонки. Однако важно понимать одну вещь. Главную работу выполняет не химия, а сочетание химической обработки и аккуратной механической очистки. Именно мягкие щетки, пластиковые инструменты или специальные приспособления помогают постепенно удалить твердые отложения, не повреждая саму деталь. При этом спешить нельзя. Некоторые пытаются использовать металлические предметы или слишком агрессивные растворители. Это может повредить алюминиевые поверхности, уплотнения или пластиковые элементы системы. В результате стоимость ремонта окажется намного выше, чем была изначально. Если во время разборки выясняется, что клапан имеет серьезный механический износ, поврежден электропривод или заклинил внутренний механизм, простая очистка уже не поможет. В таком случае единственным правильным решением становится замена неисправной детали. Но даже после успешной очистки или установки нового клапана нельзя забывать еще об одном важном моменте. Если не изменить условия эксплуатации автомобиля, проблема со временем может вернуться снова. Особенно это касается машин, которые почти все время ездят только по городу. Короткие поездки, постоянные пробки, частая работа двигателя на холостом ходу, движение зимой с непрогретым мотором. Все эти условия значительно ускоряют образование новых отложений. Конечно, полностью избежать этого процесса невозможно. Но его можно заметно замедлить. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, регулярно проходите техническое обслуживание и не игнорируйте даже небольшие изменения в работе двигателя. Во-вторых, используйте качественное моторное масло и своевременно меняйте его вместе с фильтрами. В-третьих, если есть возможность, хотя бы иногда совершайте более продолжительные поездки по трассе. После полного прогрева двигатель работает в более благоприятном режиме, что помогает уменьшить скорость образования нагара. И самое главное, никогда не пытайтесь определить причину неисправности только по одному коду ошибки. Ошибка EGR – это лишь сигнал о том, что система работает неправильно. Но сама причина может быть совершенно разной: загрязнение, неисправность датчика, проблемы с электрикой, вакуумной системой или даже неисправности других узлов двигателя. Именно поэтому грамотная диагностика всегда обходится дешевле, чем бессмысленная замена исправных деталей. Подведем итог. Если после появления ошибки EGR вам обещают решить проблему за несколько минут с помощью одного баллончика очистителя, относитесь к таким обещаниям критически. Иногда подобная очистка действительно способна немного улучшить работу двигателя, если загрязнения еще незначительные. Но при серьезном нагаре она редко устраняет настоящую причину неисправности. Гораздо важнее определить источник проблемы, выполнить качественную диагностику, при необходимости разобрать систему и удалить отложения правильно. Именно такой подход помогает восстановить нормальную работу двигателя, избежать повторного появления ошибки check engine и существенно сократить расходы на ремонт в будущем.
Если это видео оказалось для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здесь мы регулярно разбираем распространенные автомобильные мифы, объясняем сложные технические темы простым языком и помогаем владельцам автомобилей принимать правильные решения без лишних затрат. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.